Нас спустили туда, куда обычно не пускают обычных пассажиров. Сегодня я вам покажу, как выглядит Ташкентский аэропорт изнутри. Взлеты, посадки, рулежная дорожка, самолеты в нескольких метрах от нас. Ставьте лайки и подписывайтесь. Узбекистан Airports организовал официальный спотинг-тур, и мне удалось попасть внутрь аэропорта. Участников немного, доступ ограниченный, поэтому это редкая возможность увидеть аэропорт с другой стороны. Для начала давайте разберемся, что вообще такое спотинг. Это довольно редкое хобби в наших краях, и, честно говоря, у нас к таким вещам часто относятся скептически. Если хобби не приносит деньги, его сразу записывают в детские увлечения, хотя на самом деле это далеко не так. Авиаспотинг — это наблюдение и фотографирование самолетов. Люди, которые этим занимаются, споттеры. Они отслеживают разные типы самолетов, записывают их регистрационные номера, снимают взлеты и посадки и просто получают удовольствие от авиации. Обычно они собираются рядом с аэропортами, в точках с хорошим видом на взлетно-посадочные полосы, и часто используют камеры с телеобъективами, чтобы снимать самолеты даже на большом расстоянии. Я сам споттер ли? Скорее нет, чем да. Я бы сказал, что я просто человек, которому очень нравится авиация, самолеты, аэропорты, перелеты, все это мне действительно интересно. Блогер ли я? Тоже не совсем. YouTube для меня скорее хобби. Место, где я делюсь своими мыслями и опытом. Поэтому тем ценнее для меня эта возможность оказаться внутри аэропорта и увидеть все своими глазами. И за это я хочу отдельно поблагодарить руководство аэропорта Ташкента и пресс-службу Узбекистан Airports в лице менеджера Ахмаджона Рифджонова за возможность принять участие в этом мероприятии. Попасть внутрь аэропорта оказалось не так просто. Все участники, фотографы и блогеры собрались в заранее назначенном месте и в строго определенное время. Сначала регистрация, а дальше начинается самое интересное. 2 тщательные проверки. Проверяют все: технику, документы, вещи. И это абсолютно логично. Аэропорт все-таки режимный объект. В итоге весь процесс занял около 3 часов. И дело не только в строгости проверок, но и в количестве людей. Нас было действительно много, примерно на 2 автобуса. Точных цифр у меня нет, но кто-то говорил около 50 человек, кто-то ближе к 80. И, кстати, с некоторыми из них я оказался уже знаком. Правда, только заочно. Поэтому было особенно приятно познакомиться вживую. Ребята, если вы смотрите это видео, всем большой привет. Нас посадили в автобус и повезли прямо в центр аэропорта. Через несколько минут мы уже на перроне, напротив международного терминала. И вот здесь был неожиданный момент. Когда мы вышли, перрон оказался абсолютно пустым. Ни одного самолета. Честно говоря, в этот момент я даже немного удивился, но это длилось буквально секунды. Уже через минуту в небе появляется самолет. Boeing 737 авиакомпании Comair заходит на посадку. И именно в этот момент ты понимаешь, все только начинается. В аэропорту каждую минуту что-то происходит. Здесь очень интенсивная жизнь. Мы только вышли из автобуса и уже взлет. Перед нами поднимается в небо грузовой Boeing 767 авиакомпании MyFreighter. И, кстати, это материнская компания Centrum Air. И весь их флот — это именно такие самолеты. Причем компания активно развивается, парк постоянно пополняется. Например, буквально за день до съемок к ним прибыл новый борт. Новый — это условно. Это 30-летний Boeing 767-300, который до этого всю жизнь летал в Северной Америке. И, конечно, мы встретили его здесь, на перроне. Самолет назвали в честь великого узбекского писателя Абдулла Кадыри. Это такая традиция у этой авиакомпании. И буквально сразу за ним еще одно движение. На посадку заходит голубой Airbus A320neo китайской авиакомпании Lung Air. Рейс из Сианя. Здесь есть интересная деталь. Этот 6-летний самолет в последнее время летает почти исключительно по Центральной Азии. Чаще всего Самарканд и Душанбе, иногда Бишкек, и вот сегодня Ташкент. Такие моменты особенно интересны, потому что ты видишь не просто самолет, а определенную географию его полетов. Пока зарулил китайский Airbus, взлетел в небо вертолет Airbus H130. Примерно каждый час проводится инспекция взлетно-посадочной полосы. По ней проезжает специальный автомобиль, который проверяет состояние покрытия. Задача простая, но очень важная — вовремя обнаружить любые дефекты или посторонние предметы, потому что даже небольшая деталь на полосе может стать серьезной проблемой для самолета. Такие вещи пассажиры обычно не замечают, но именно из них складывается безопасность полетов.
И буквально через несколько минут еще одна посадка. На перрон заходит грузовой Boeing 767 авиакомпании SpaceB. И в этот момент можно задать логичный вопрос, почему в Узбекистане так много авиакомпаний? На сегодняшний день их уже около 12. И это даже без учета 3 авиакомпаний, которые недавно прекратили работу. Для региона это довольно необычная ситуация, и, судя по всему, рынок продолжает активно развиваться. И вот дальше происходит по-настоящему редкий момент. На посадку заходит настоящий бриллиант нашего времени – Avro RJ-85 рейсом из Бишкека. Это небольшой 4-двигательный самолет, и сегодня такие почти уже не встретишь. Один из последних выпущенных в мире в своей серии, и при этом ему уже почти 30 лет. В современной авиации это настоящая редкость. Особенно увидеть его вот так, вживую и на таком расстоянии. Спустя довольно приличное время мы наконец видим прилет национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways. Хотя, казалось бы, это его главный хаб, и таких рейсов здесь должно быть больше всего. Перед нами Airbus A320, прилетевший из Алматы. И в этот момент особенно интересно наблюдать, как на фоне большого количества частных и грузовых авиакомпаний работает классический национальный перевозчик. На перрон заруливает самолет, который все это время стоял на дальней стоянке. Это борт национального перевозчика Казахстана Air Astana. Направление все тоже Алматы. Полет занимает примерно час, и здесь есть интересная деталь. К полосе его ведет специальный автомобиль Follow Me. Он помогает пилотам ориентироваться в аэропорту, особенно если они не часто сюда летают или же не знакомы со схемой рулежных дорожек. Это еще один элемент той самой невидимой работы аэропорта, который пассажиры обычно не замечают. И, кстати, в этот момент происходит еще одна важная вещь. Меняется ветер, а значит, меняется и направление взлетов и посадок. Теперь все самолеты будут заходить уже справа от нас, на привычную полосу номер 8. Вообще, какую именно полосу использовать, левую или правую, решает диспетчер в башне управления. Он учитывает сразу несколько факторов: направление ветра, трафик и общую ситуацию в аэропорту. Это еще один момент, который показывает, насколько все здесь зависит от координации и точных решений. Перед нами приземляется Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, рейс из Стамбула. Это не первые широкофюзеляжные самолеты в парке авиакомпании, но именно 767 составляют его основу. Благодаря этому узбекские авиалинии сегодня являются крупнейшим эксплуатантом широкофюзеляжных самолетов в Центральной Азии. Широкофюзеляжные самолеты – это по сути дальнемагистральные лайнеры с широким салоном и 2 проходами между креслами. Они предназначены для длительных перелетов и могут перевозить значительно больше пассажиров, чем привычные узкофюзеляжные Airbus A320 и Boeing 737. И, кстати, пассажирские версии Boeing 767 больше не производятся. Сегодня им на смену постепенно приходят более современные Boeing 787 Dreamliner. Но, несмотря на возраст, 767 до сих пор остается надежно рабочей лошадкой для многих авиакомпаний по всему миру. И примерно через час происходит интересный момент. Почти синхронно на перрон выруливают 2 самолета, чтобы отправиться обратно. С одной стороны тест-джет Avro RJ-85, тот самый редкий 4-двигательный самолет из Бишкека, с другой Airbus A320 авиакомпании Lung Air, который прилетел из Сианя. И в такие моменты особенно хорошо видно, насколько динамично живет аэропорт. Самолеты постоянно сменяют друг друга, прилетают, обслуживаются и снова уходят в небо.
Кстати, довольно популярная авиакомпания Turkish Airlines выполняет сразу 5 рейсов в день из Ташкента в Стамбул, и часть из них выполняется на вот таких крупных Airbus A330. Это уже полноценный дальнемагистральный самолет с большим салоном и высокой вместимостью, и это еще раз показывает, насколько востребовано это направление. Кстати, видео без моих комментариев доступны по английской языковой дорожке, именно языковая дорожка Австралия, английский язык Австралия. Я знаю, что есть много авиалюбителей, которые хотят послушать чистый звук аэропорта. Именно для этих целей я оставил такую возможность. И в этот момент хорошо видно, что есть небольшой боковой ветер. Обратите внимание, как самолет заходит на посадку с легким углом к полосе. Это классическая техника при боковом ветре. Перед нами Boeing 787 Dreamliner, один из самых современных самолетов Boeing. На сегодняшний день Uzbekistan Airways остается единственным эксплуатантом этого типа в регионе. Но уже совсем скоро ситуация изменится, к ним должна присоединиться Air Astana. И, кстати, у меня на канале уже есть отдельный обзор на этот самолет. На данный момент это самое популярное видео, так что, если еще не смотрели, обязательно загляните. С почти часовым опозданием вылетел довольно редкий сегодня самолет Boeing 737 версии 300, классическая версия, которой уже около 30 лет. В современной авиации такие самолеты встречаются все реже, их постепенно заменяют более новые поколения. А направление у него тоже необычное, рейс в Кабул, столицу Афганистана, да и авиакомпания афганская. Еще один очень интересный самолет. По перрону заруливает Airbus A321neo XLR. XLR — это Extra Long Range, версия с увеличенной дальностью полета, причем она летает еще дальше, чем уже продвинутая версия LR. На сегодняшний день это единственный самолет такого типа в нашем регионе, и Hannot Shark этим действительно гордится. Более того, именно на таких самолетах они планируют выполнять рейсы из Ташкента в Нью-Йорк, и это уже прямая конкуренция национальному перевозчику, что делает этот самолет особенно интересным с точки зрения будущего авиации в регионе. Перед самолетом стоит сотрудник наземной службы, и с помощью специальных сигналов он показывает пилоту, куда двигаться и когда останавливаться. Когда он скрещивает жезлы над головой, это команда «Стоп». Именно так самолет точно останавливается на своей позиции.
Еще один А321neo Канод Шарка готовится к рейсу в Милан, в аэропорт Бергамо. Рейс продлится почти 7 часов. Из-за ситуации на Ближнем Востоке рейсы из Дубая в Москву сейчас выполняются с технической посадкой, чаще всего в Исламабаде или в Ташкенте. И в этот день нам повезло, самолет припарковали прямо перед нами, а вот пассажирам повезло гораздо меньше. Общее время пути у них превысило 10 часов. В Ташкенте они провели почти 2 часа, сначала из-за дозаправки, а затем из-за временного закрытия неба над Внуково. Для нас это была отличная возможность снять самолет максимально близко, и, конечно, споттеры такое не упускают. Камеры сразу в руках, все ловят кадры с разных ракурсов, в деталях. Думаю, именно этот борт собрал больше всего фотографий за весь день. Интересно было наблюдать за реакцией пассажиров. Кто-то просто смотрел в иллюминатор, а кто-то явно радовался. Махали руками, снимали нас на видео, делали селфи. И в этот момент особенно запомнился. Один из членов экипажа даже вышел на трап, чтобы снять все поближе. Необычная встреча. Споттеры снаружи и пассажиры внутри. Заправлять самолет, не выпуская пассажиров, можно, если присутствует пожарная машина. А она присутствовала. Делается это для того, чтобы в теории сэкономить время. Но, очевидно, не сегодня. Вот еще один узнаваемый гость – зеленый Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, прилетевший из Новосибирска. Эта ливрея сразу бросается в глаза. Лично для меня одна из самых красивых, наряду с Uzbekistan Airways и Silk Avia. Простой, но очень запоминающийся дизайн. Дальше была серия прилетов и взлетов от Uzbekistan Airways, разбавленные одним Airbus A320 Air Astana.
Сотрудник наземной службы в наушниках, провод которого подключен прямиком к самолету. Это он так общается с экипажем напрямую. Самолетов Hanwha Shark в этот день было немало. Все-таки эта молодая авиакомпания входит в топ-3 авиакомпаний Узбекистана. Спустя некоторое время сотрудники аэропорта принесли нам обед. Наверное, это был лучший прием пищи, потому что он состоялся на открытом воздухе и на фоне взлетающих самолетов. Перед нами Airbus A320, единственного узбекского лоукостера Centrum Air. В специальной белой ливрее выглядит довольно необычно. И что интересно, этой авиакомпании всего 3 года, а в ее флоте уже около 15 самолетов. Причем компания продолжает активно расти. Для такого короткого времени это очень быстрый темп развития. Как только эмиратский Боинг начинает руление, готовясь к взлету и продолжению рейса в Москву, за нами снова приезжают те же 2 автобуса. Нас везут на новую локацию внутри аэропорта. И здесь отдельное спасибо организаторам. Маршрут оказался очень продуманным. Автобус едет по довольно сложной траектории, и это дает возможность буквально просканировать весь перрон. Мы проезжаем мимо десятков самолетов, действующих, обслуживаемых, и даже тех, которые уже давно не поднимаются в небо. Такие самолеты находятся на хранении. И это, кстати, отдельный пласт авиации, о котором редко задумываются. Огромные машины, которые когда-то летали по всему миру, теперь просто стоят без движения. И в какой-то момент нас останавливают прямо рядом с Boeing 767 таджикской авиакомпании. И у него довольно необычная история. Он прилетел сюда около 6 лет назад на техническое обслуживание, но обратно так и не улетел. Авиакомпания обанкротилась, и с тех пор этот самолет стоит просто как напоминание о том, насколько все может быть непредсказуемым. Новая локация находилась совсем рядом со стоянкой больших самолетов. Здесь и Airbus A330, и Boeing 767, и Dreamliner. Чуть дальше зона грузовых бортов и ангар технического обслуживания. Но самое интересное — это сама точка съемки. Фотографы называют ее пожарка, потому что именно здесь базируется пожарная машина аэропорта. И это одно из самых живописных мест на всем перроне. За счет густой растительности вокруг кадры получаются особенно красивыми. Зеленый цвет добавляет глубины и делает даже обычный самолет в кадре намного эффективнее. И, кстати, это место находится прямо напротив специальной спотинг-точки за пределами аэропорта. Оцените, насколько далеко это находится. И, кстати, сами пожарные оказались очень приветливыми. Они даже помогли нам с кадрами, пустили струю воды, чтобы в воздухе появилась небольшая радуга. На ее фоне отлично смотрелся припаркованный вдали Airbus A330. Но главная идея была в другом – создать лужу, чтобы снять Boeing 767 с отражением с земли. И получилось действительно красиво.
Ровно в 6 вечера за нами приехал большой перронный автобус. Уже не те два синих, с которыми мы провели весь день, а один большой. И мы снова поехали по перрону мимо всех самолетов, которые за этот день уже стали такими знакомыми. За это время я провел под открытым небом больше 8 часов. Погода была теплая и немного даже загорел. Это был очень насыщенный день, полный авиации, эмоций и редких моментов, которые обычно остаются за кадром. Надеюсь, мне удалось передать вам хотя бы часть этой атмосферы. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Это действительно важно и сильно помогает продвижению видео. А если уже подписаны, буду благодарен за лайк и ваш комментарий. Чем больше активности под видео, тем выше шанс, что меня пригласят на такие мероприятия снова. Например, в ближайшее время планируется официальный споттинг-тур в аэропорту Самарканда. И, возможно, получится снять для вас еще более интересный материал. Кстати, обзор на Самаркандский аэропорт у меня уже есть на канале. И если не смотрели, обязательно посмотрите. Да, видео получилось довольно длинным, но если вы досмотрели до этого момента, значит вы точно любите авиацию так же, как и я. Спасибо вам за внимание, увидимся в следующих видео.